Что женщины думают о тебе? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, и сразу же мне показывает то, что вы человек, который не терпит, просто не терпит вранья, хитрости и обмана. Это при том, при всем, что у вас их было в жизни предостаточно. С чем это было связано и с кем? Это было связано с женщиной, которая ушла из вашей жизни, причем ушла безвозвратно. И, в общем-то, с одной стороны, вы перекрестились, потому что вы понимали, что больше вы не сможете сосуществовать с такой дамой, хотя очень сильно любили. Вы человек, который в каком-то смысле обделен, наверное, теплом, женской лаской, да, вот какой-то такой женственностью, добротой. Напишите в комментариях, давайте сделаем опять-таки маленький опрос. Вам по жизни хватало вообще от женщин, когда вы были там в отношениях, в семье? Вам хватало нежности, ласки, любви вообще, да? Ну то, что дает нормальная женщина, любящая женщина. Но как-то вот больше мне показано, что то ли вам попадались, может быть, женщины эмоционально холодные, женщины, которые любили только себя. Вот такие были внешне, в общем-то, красотки, да, вам попадаются довольно такие харизматичные, неплохие, ухоженные женщины. Но вот чтобы отдавать, да, вот отдавать взамен то, что вы им в свое время давали, ну, как-то с этим не сложилось. Вы человек, который, в общем-то, знаете, вы нажили свое такое маленькое богатство, у каждого оно свое, но это богатство, это, наверное, не сколько финансы, сколько ваш внутренний мир. Это ваша доброта, это ваш, может быть, даже характер. Вот какой бы он ни был, но у вас такой характер, то ли вот вы умеете быть покладистым, вы умеете быть уступчивым, да, вот добряком таким. Поэтому вот ваше богатство это вы сами, вот такой, какой вы есть. Вы себя, в общем-то, создали сами. Многие из вас работали над собой, были у вас какие-то, ну, скажем так, может быть, вредные привычки когда-то, с которыми вы боролись. Может быть, сейчас кто-то еще борется с вредными привычками. Но, тем не менее, это очень успешно у вас произошло. Есть среди вас те, которые отказались, может быть, там от рюмочки чая, да, с которой вы дружили когда-то. Кто-то, может быть, от этой волшебной дымящей палочки отказался. Ну, то есть, вот у вас есть такая мужская сила воли. Женщины вам, конечно же, нравятся, ну, такие красотки. Для вас немаловажно все-таки внешность женщин, ухоженность. Для вас также важна чистоплотность и какая-то вот внутренняя, это скорее внутреннее ощущение надежности. Вот когда вы общаетесь с женщиной, вы можете интуитивно понять, вот можно положиться на эту женщину, либо же нет. Вот какое-то такое доверие, вот внутренний инстинкт, что ли, да. Но это может быть на энергетическом уровне. Вы просто чувствуете людей, и даже знакомясь с женщинами, вы просто чувствуете очень сильно. Ужасно не любите агрессию. Если видите человека, который пытается, ну, свои коготки высунуть, да, в ваш адрес, умеете очень так четко, тактично, деликатно, но очень четко как-то, вот я не знаю даже, как это описать, но такое прямое попадание, да, и человек все, человек в нокауте вместе со своей агрессией. Умеете поставить на место любого противника. У кого-то из вас, возможно, либо же намечается, либо уже произошел карьерный рост, может быть, кто-то пошел на учебу, повышение квалификации, у кого-то по работе еще, может быть, вот именно по карьерной лестнице вы пошли.
Кто-то из вас, вот особенно те, которые, может быть, в последнее время, ну уж слишком закрылись от общения, это может быть связано с какой-то глубокой такой внутренней драмой, с переживанием. У каждого это своя драма, конечно же. Но вы потихоньку начинаете выходить в свет, скажем так, да, ну, помимо работы, я имею в виду, начинаете немножко коммуницировать, начинаете оживать, вот выходить как после зимней спячки. Ну, давайте-ка смотреть, что же все-таки женщины думают о вас. Вот каким вас видят вообще окружающие женщины, не только ваши, а вот окружающие. Какой вы в глазах женщин? А знаете, вот я вам скажу сейчас такую вещь, я думаю, она вам всем понравится. Женщины, которые вас потеряли, вот по жизни, у кого-то одна это была женщина, у кого-то две, у кого-то 22 женщины, может быть. Вот они все жалеют, что они вас потеряли, потому что у вас есть такая черта, как надежность. У вас есть какая-то такая, знаете, ну то ли это харизматичность, то ли это ваша энергетика, ну к вам вот хочется прижаться. Вот я просто говорю своими словами, то, что я вот смотрю, я чувствую. Вот хочется прижаться, вот так, знаете, под крылышко, и ты будешь чувствовать себя в безопасности, вот под вашим крылышком. Вот такое ощущение было у ваших женщин. Помимо того, что вы человек, который очень сильно включается и включался всегда в отношения, вы человек очень страстный. Вы хороший любовник, вы такой зажигалка, вы экспериментатор. Вообще вы по жизни вот такой, какой вы есть, я не беру вот периоды, когда вы переживали, там, да, грустили, тосковали. Вот вообще вы человек очень инициативный, у вас бурная фантазия, вы экспериментатор, вы организатор. И женщины, в общем-то, кайфовали рядом с вами. И касательно того, что вот вы их сами разбаловали, это такой, конечно, не очень приятный момент, но тем не менее, женщины видели вашу доброту, видели, что, в общем-то, с вашей доброты можно вить веревки. Об этом вы тоже знаете. Вы порой закрывали глаза, да, потому что знали, что, ну а как я могу по-другому? Вот я же ее люблю, правда ведь? Женщины этим пользовались, они видели вашу такую какую-то гармонию, доброту, вашу щедрость. Вашей щедростью, ну, здесь пользовались и продолжают пользоваться, наверное, все и каждый, к сожалению. По-другому вы не умеете. Вы человек, который, с одной стороны, я сейчас имею в виду вот окружающих, да, вот посторонних, не ваших женщин, кого-то вы можете немножко пугать. Это касается тех, кто может быть крупного телосложения, может быть у кого, ну, такое слишком серьезное лицо, ну, такой, знаете, брутальный вид. Хотя в душе вы добряк, как я уже сказала, но вот внешне можете немножечко отпугивать. У вас есть достаточно знаний, достаточно коммуникации, то есть вы можете заболтать любую женщину, и все, кто с вами общаются, ну не все, пусть многие, да, многие, кто с вами общался, может быть, даже до сих пор вспоминают какие-то ваши, может быть, шутки, прибаутки, может быть, какие-то интересные истории, либо же какие-то ваши интересные рассказы. То есть к вам люди, в общем-то, тянутся к вам, к вашей доброте, потому что вы источаете от себя такой вот свет какой-то. И даже те люди, которые могут сначала, ну вот, повестись на вашу внешность, да, вот у кого там из вас грозная внешность, могут сначала немножко так напрячься, да, бояться, а потом, когда с вами ближе разнакомятся, ну, даже коллеги, там, какие-то друзья, приятели, они понимают, что вы совершенно другой человек. Вы абсолютно не грозный, вы абсолютно не строгий, хотя вы можете быть строгим, но это нужно в какую-то такую очень серьезную ситуацию попасть. Либо же когда обижают ваших близких, либо же когда на вас кто-то наезжает. Тогда вы можете показать свой характер. Но вы не любите показывать его, потому что это уже, ну, как будто не вы, да, может даже порой совесть мучать, что вот как я кого-то там обидел, обозвал, либо еще что-то.
Хотя вы, в принципе, защищались в такие моменты. Еще как вас видят женщины. Давайте посмотрим. Смотрите, те из вас, которые очень сильно, ну так, довольно сильно следят за собой, за внешностью, за своей аккуратностью, чистоплотностью, да, среди вас есть такие, которые, ну, наверное, очень сильные такие педанты, которые, может быть, даже каждый день бреетесь, у вас должна быть стрижечка свежая такая, да, должны быть чистые, ухоженные волосы. Может быть, даже кто-то из вас занимается спортом, и женщины это видят. Многим женщинам вы нравитесь даже вот чисто внешне. Особенно, как я сказала, те, кто за собой следит, за своей внешностью. Но среди вас есть те, кто себя немножко подзапустил. И вы об этом тоже знаете. Почему подзапустили? Давайте смотреть. Подзапустили, потому что находитесь скорее в таком состоянии пофигистическом. Это может быть связано с какими-то внутренними переживаниями, может быть, недавно вы разошлись, может быть, недавно работу потеряли, может быть, близких людей утратили, да, ну, то есть у каждого это будет своя проблема, ну, то есть это идет от вашего внутреннего мира. Это не потому, что вы такой-сякой, вот там неряшливый. Нет, у вас просто такой период. Не хочется ни для кого прихорашиваться, не хочется лучше выглядеть, не хочется лишний раз побриться, да? Поэтому, ребят, у кого сейчас такой внутренний, может быть, такой депрессивный период, в общем-то, с одной стороны, это нормально, что вы так себя ведете, когда опущены руки, когда ничего не хочется. Ну, о какой красоте речь идет, правда? Опять-таки мне показывает, ну, в общем-то, то, о чем я только что говорила, от вас идет энергия надежности. Опять-таки мне показывает, что вот как я приводила пример, хочется, ну, как под крылышко ваше, да, так спрятаться, прижаться. Есть ощущение рядом с вами вот какой-то защищенности, надежности, что вы можете, ну, чуть ли не от ветра спрятать. Знаете, бывают женщины, которые вот встречаются, допустим, с высокими мужчинами, когда женщина намного ниже, а мужчина высокий. Женщины любят даже так прятаться, вот, ну, так полушутя говорить, что ой, я за тобой спрячусь даже от ветра. То есть мужчина такой высокий, могучий, и женщины часто кайфуют от того, что они чувствуют себя вот именно под защитой. Вот, ну, как бы я в домике, да, меня никто не достанет, потому что рядом большой и сильный мужчина. Также, вы знаете, вы человек широкой души, доброты. Вы человек хлебосольный, это женщины тоже видят, и многие мечтают, кстати, побывать, ну, хоть чуточку ближе к вам. Есть женщины, которые хотели бы, да, зароманить с вами, но они понимают, что, ну, может быть, это даже внутреннее их какое-то ощущение, что они до вас не дотягивают. Кто-то по статусу, может быть, не дотягивает. Кто-то внешне, может быть, комплексует и понимает, что, ну, вот до вашего уровня, особенно если вы такой ухоженный, чистоплотный, они могут не дотягивать. Вы все прекрасно знаете, видите, к сожалению, сколько неухоженных женщин. Я порой сама обращаю внимание и диву даюсь. Ну, думаю, елки-палки, ну неужели вы не смотритесь в зеркало, да? На вас же смотрят мужчины, да, у кого-то свои мужья есть. А потом они удивляются, почему мужчины ходят направо и налево и ищут каких-то красоток, да? Когда рядом женщина с грязной немытой головой, когда я, знаете, вот поведаю вам, немножко отступлю, но почему-то меня это, ну, до глубины души просто пробирает. Есть такие истории, рассказывал как-то один знакомый, говорит, елки-палки, начал жить с женщиной, а она там моется, ну, чуть ли не раз в 3 дня, да, душ принимает. Она, ну, не следит за собой, она может ходить с грязной головой, там, я уже не говорю про какие-то депилированные ноги, там, подмышки и так далее. Ну, то есть я так слушаю и думаю, ну, я не знаю, у меня просто нет слов, как нужно себя не любить женщинам, чтобы вот так вот выглядеть, да? Поэтому вы такой, в общем-то, ценитель женской красоты.
И женщины, наверное, интуитивно чувствуют, ну, особенно женщины, которые не очень-то следят за собой, они, наверное, тоже побаиваются даже в этом плане к вам подкатить. Я уже не говорю про женщин, которые, ну, приходят на свидание с несвежим бельем. Это вообще трэш. Я как-то рассказывала, да, как мужчины тоже жалуются, что доходит до кекса, ты смотришь, а у нее на белье пятна разные, да, ну вы понимаете, то есть понятно, что оно не стиранное, ну, в общем-то, no comments. Я в шоке, да, я думаю, вы тоже в шоке. Ну, давайте еще немножко посмотрим, каким вас видят. Кто-то из вас реально завораживает женщин. Чем вы завораживаете? Женщины, которые, может быть, вот каким-то образом с вами связаны либо по работе. Может быть, у кого-то проиграется это по соседству, если у вас частный дом, там дача есть. То есть женщины, которые видят вас в работе, какой вы трудолюбивый человек. Если это сад, огород, точно так. Женщины просто ахают и охают, и даже своим мужчинам порой ставят вас в пример. То есть, опять же, вы, я не скажу, что прям трудоголик, да, не трудоголик, не голотрудик, ну никак, да. Но, тем не менее, есть у вас такая черта, как трудолюбие. И если вы поставили себе цель что-то сделать, да, там смастерить, может быть, да, там, даже если это где-то на даче, там, в доме, неважно, хоть и по работе даже, вы это будете четко делать. Нравится, не нравится, у вас есть цель, и вы должны все это сделать и сделать качественно. Поэтому вот даже восхищаются женщины вашим таким трудолюбием, усердием каким-то. В общем-то, ребят, у вас столько позитивных качеств, что это просто. Ну, давайте еще напоследок, еще немножечко посмотрим, чем вы еще нравитесь. Ну и, конечно же, ваша такая жизненная стойкость, она тоже не ускользает от женского взгляда. Есть в вас какой-то такой, знаете, может быть, у кого-то из вас такой взгляд хищника порой. Опять же, это показывает мне ту ситуацию, что я уже проговаривала. Жизненная стойкость, да, защита, сила, которая исходит от вас. Женщины интуитивно чувствуют сильных мужчин, надежных мужчин. От вас эта энергетика исходит и исходит очень сильно. То есть, смотрите, если по-простому, я попытаюсь вам своими словами объяснить, хотя уже, в общем-то, я раньше не раз это говорила. От любого мужчины исходит своя энергетика. У кого-то более сильная, у кого-то послабее, и женщины ее чувствуют. К сильным мужчинам, обычно у таких мужчин и голос более низкий, более, может быть, басистый такой, тянутся больше женщины, потому что это происходит на инстинктивном уровне. Женщины как бы на подсознании тянутся, потому что есть ощущение, что с таким мужчиной можно строить семью, можно строить дом, можно рожать детей и так далее. Опять же, это все наша такая вот история, это наша природа, инстинкты. Мужчины, которые имеют немного послабее энергию, они уже могут быть не так привлекательны для женщин, поэтому, опять же, здесь палка в двух концах. Но опять же, расстраиваться не стоит. Мужчины, у которых послабее энергетика, они могут брать другими своими мужскими качествами. Вы человек, с которым, знаете, можно пройтись вот по улице, и можно вами гордиться. И вами многие женщины, которые были в вашей жизни, гордились. Гордились, а теперь кусают локти, потому что потеряли вас. И многие вспоминают еще, знаете что? Страстные моменты, страстные дни и ночи, которые вы вместе проводили. Поэтому вас еще воспринимают женщины, ну, которые были в вашей жизни, да, как довольно неплохого любовника. Страстного, активного, фантазера, может быть. Такого, знаете, неуемного. Ну, в общем-то, это супер. Это классно, когда мужчина
имеет хорошую мужскую силу. И есть женщины, которые до сих пор вспоминают, вот как же вы зажигали. Ну и в каком-то смысле кусают локти. Вот такой был сегодня расклад. Вы у меня потрясающие мальчишки с потрясающими чертами характера, внешностью, способностями. Поэтому я бы вам сказала, что обязательно в вашей жизни встретится женщина, которая оценит вас по достоинству и станет вашей такой вселенской музой. И, наконец-то, зажжет огонечек счастья в ваших глазах. Ну и кому понравился сегодня расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!